рыбалка. Меня зовут Юлия. Если вы не со мной, то обязательно подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии, следите за обновлениями, друзья. Сегодня я еду на рыбалку и остановилась для того, чтобы набрать в колодце водички вот здесь. Пополняем свои запасы и едем искать место для рыбалки. Вот так вот выглядят наши белорусские деревни. Вот такие вот старенькие дома. Такие вот дорожки. Живут люди. Здесь сразу видно запах просто чудесный. И, ребят, сейчас вам покажу прекрасную реку под названием Днепр. Я уверена, что вы хотите на нее посмотреть. Вау! Так, такая красота. Оп, радостная собака. Решила сперва заброситься. О, это прыгает кормушка, видите как. И забросила два фидерочка. Кормушка одна падает там на счет 10-15, где-то так. Вторая точно так же. В общем, я думаю, что попадаю на русло. И кидаю вот, мне кажется, что рыба вон там, он где-нибудь в теньке, под веточками. Там коряшки, об которые я обрываю крючки. Вот, там рыбка должна быть. Значит, по наживке у меня опарыш белый. Есть вот здесь вот опарыш красный, червячок есть. Еще есть мотыль где-то насадочный. О, видите, а вы спрашивали, типа, кусают меня или не кусают? Вот они такие сволочи здесь паскудные. Каша сваренная, прикормка стоит. Здесь немножко моих снастей. Пока сижу я вот на этом вот стульчике. Это мой корм. Он черного цвета. Так. Это первая рыбулька. И первая рыбка на сегодня это с этого места, это густерочка. Вот такая хорошая на опарыше. Пустим ее. Ну и вот здесь вот сейчас вот пойду обосновывать свой лагерь на тычечках. Я оставляю по одному колокольчику, чтобы если вдруг задергается, я смогла бы услышать. Вот. Это вот такая большая пляжная территория. Конечно, сюда могут прийти местные, но мы находимся с самого краешка. Я думаю, что мы никому мешать не будем вместе со своей собакой. Значит, вот здесь вот ближе к траве у меня установлена одна палатка. Это мой лотос-стенд с всякими мелочами. Вот. Столик, холодильник подключен. Сейчас вам покажу, ребят, как удобно холодильник. Оп, посмотрите. И все заморожено. Все продукты, все хранится в холодильнике. Вот. Мой лотос. Ну и сейчас вторую покажу палаточку. Это моя спальня. Так. Сразу тент от дождя. Почему? Потому что обещают этих несколько дней сильные дожди. Ну и вот уже готовлю я раскладушечку. Всего у меня две таких. Буду я спать, собака. Может, оператор будет спать. Ну, как-то так. Машина стоит. Тут вот в тенечке. Моя сумка с вещами. Ребят, слушайте, ну чуть-чуть погодей, когда солнце станет холоднее, обязательно надену купальник. А сейчас пока не хочу, потому что очень сильно сгорела спина.
меня тут очень красиво, очень. И спокойно. Рядом люди есть, рядом населенный пункт и охранник сзади. Ой, ребята, как печет. Проколола себе палец крючком. Не представляете, как болит. Ой, друзья, прекрасный вечер. Вообще так тихо, не верится, что может быть какая-то гроза завтра или что-то еще. Ветра вообще нет. Мои ребрышки совсем готовы. Самая лучшая часть каждого вечера — это, естественно, ужин. И сейчас мы с вами попробуем какой-нибудь, давайте, кусочек, который немножко хотя бы остыл. Это божественно. Это прекрасно, друзья. Всем хорошего вечера, дня, утра, я не знаю, когда вы смотрите это видео. Но знаете, что у меня вечер сейчас прекрасный. Последнее на сегодня, что я сделаю, это попью кофе и, естественно, пойду спать. Друзья, смотрите, сейчас мою палатку освещает фонарь Killnex. Killnex – это фонарь противоударный, влагостойкий, который должен убивать комаров. Комаров у меня сейчас нет, потому что у меня включены термоцел, у меня работают спиральки. Всех повыгоняли, всех поубивали, поэтому, в принципе, Killnex может спать спокойно и не думать о том, что ему нужно убить каких-нибудь несчастных комаришек. Вот. Killnex остался в шатре, а я вот себе ставлю такие вот маленькие фонарики Pushlight, которые называются. Оп. По рыбалке пока ничего не понятно. Почему? Потому что там есть яма, падает достаточно долго, наверное, яма может метра 4-5 где-то, я предполагаю. Я посмотрела по карте, я стою на выходе из поворота, поэтому место достаточно перспективное, но на дне много какой-то растительности, каких-то коряк. Ребят, у меня еще целых 5 часов для сна. Это прекрасно, это достаточно для того, чтобы отдохнуть и завтра со свежей головой встать и приступить к рыбалке. Поэтому всем спокойной ночи. Увидимся завтра. Ой, добрейшее утро, друзья! Вы на канале Контрольная рыбалка. Где же вы еще можете быть? Ведь вы смотрели это видео, продолжаете его смотреть. Я проснулась. Ой! Забросы на реке, они такие силовые.
ведь кормушка здесь не 40 и не 30 грамм, а 90, а с кормом считайте, что вы 120 груз, 110 забрасываете на большое расстояние. Не добросила. А нет, вот только что упала. Там яма. Хорошая такая яма. Забросились и начинаем темповать. Что значит темповать? Оп, поклевочка. Темповать — это значит активно перезабрасываться. Для чего? Для того, чтобы раскормить точку ловли. Это вот так вот прыгает, видите, кормушка там. Ни за что не зацепилась, меня это радует. Ведь нам надо комфортно ловить, правильно? И у меня первая утренняя рыба, друзья. Можете меня поздравить. И это у нас... Что это у нас такое? Пескарь. Смотрите. Речная рыба. Пескарь. Оп. Выбрасываем. Давно ли вы видели пескаря? На 14 счетов быстрых таких. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Ну, минимум метра 3-4 должно там быть, 100%. Ребята. Оп, смотрите, кто тут у нас. Оп, густерушка. Ребятушки. Какая красотка, смотрите. Красота. Да и только. Сейчас попробуем на большой пучок опарыша. Точнее, мотыля. Вижу мотыля. Говорю, опарыш. О, поклевочка. Здесь что-то небольшое. Но если есть что-то небольшое, должно же быть что-то небольшое. Ну, у нас пескарек. Думала побольше. А тут у нас вот такая вот зачетная густеперочь. Побольше, конечно. Вот такая вот густерка. Взяла практически сразу. Знаете на что? На 2 кукурузины. Хорошая рыба, да? Нам бы еще с вами что-нибудь другого вида поймать было бы хорошо. Ну и такая густера, это тоже очень приятно. Одна кукуруза улетела, одна осталась. Попробуем поставить кукурузу немножко иначе, потому что вот оно ее сбивает, стягивает. И вот так вот зафиксируем их опарышем.
Мелочь есть. Нужно, я думаю, ждать, пока подойдет крупная рыба. Нужно ее выкармливать. У меня был кислый корм, поэтому сейчас вот я собираюсь готовить другую прикормку. Здесь песчаное дно, поэтому я приняла решение, что можно попробовать корм желтого цвета с добавлением желтого и зеленого печива. Видите, как хорошо, когда есть холодильник. У меня с собой есть сыр, масло. Я даже мороженое могу туда положить, если захочу. Так. Вон что-то большое, ребят. Что-то большое, реально. Ребята, что-то хорошее. Ребята! Ребята, это окунь огромный. Нифига себе. Посмотрите, какой здоровый окунь. Ребят, огромный окунь. Огромный. Ух ты! Какой красавец окунь! Огонь! На червя с опарышем пучок. Вот так, вот так. Круто, конечно. Не ожидала. Не ожидала. Самое интересное, что он сразу поплыл вниз по течению. Смотрите, какая плотвичка, ребят, попалась. 2 опарыша белых, 2 опарыша красных. Слушайте, ну окунь просто зачет, скажите. Сейчас вот становится очень жарко, я хочу пойти искупнуться. Видите, я хожу вот в такой вот солнцезащитной кофте. Почему? Потому что я очень сильно сгорела. Я могу вам показать. У меня вот здесь вот самый натуральный, видите, ожог. Ребят, повторно замешиваю корм, лещ, спорт, сладкий, потому что предыдущая пачка закончилась. Жарко очень, я замешиваю по одной упаковке. Такой вот красавец. Погода просто прекрасная. Вот сейчас появились небольшие облака, благодаря которым есть небольшое время для передыха от солнца. Была только что поклевочка, небольшая густера на кукурузу. Сзади вот на пляже пришли отдыхающие, тоже купаются. Там, в общем, хорошо.
Друзья, я приняла решение прогуляться со спиннингом, с колебалкой нашей вдоль берега. Смотрите, кого я поймала. Я поймала маленького голавлика. Прикиньте. Красавчик такой, он красавчик. Пойдешь гулять. Давай, друг мой. Давай, оживай. Давай, я знаю, ты сильный. Вообще, огонь. Красавец. Опа, смотрите, какая красота. Ребята, окунь. Рыба, которую стоит коптить. Час 13. Еще ни одной поклевки не было. Точнее, была одна, но только на закате. Хорошая. Ждем. Прекрасная густерища. Вот такая. Голавль пришел, ёпсель смотрелся. И это голавль, ребята. На большой крючок, на 3 кукурузы. Вот. Пускай.
Вот они, конечно, красноперы эти. Прикольная рыба, ребята. Наверное, голова. Сейчас посмотрим. Ребятки. Ух ты. Крупношные, ребята. Ого, что это такое? Судак, ребята! Ёпсель-мать-ёпсель. Судак. Вот ты паскудник. Вот кто не давал нашей рыбе клевать. Вы посмотрите. О, красава. Мы кормим, а он там ходит. Я нашего судочка разделала. Сейчас засолю. Оставим на пару часиков и скоптим. Я активно все время перезабрасывалась, постоянно темповала, постоянно добавляла в корм животный компонент, постоянно добавляла каш, кукурузы, экспериментировала, меняла размеры крючков. Сейчас у меня стоят очень большие крючки, в связи с чем у некрупной есть рыбка, ребят. У некрупной рыбы нету практически шансов на него сесть. Вот. Специально поставила большой. Зачем? Для того, чтобы увеличить размер наживки. Ну и, соответственно, чтобы у крупной рыбы, если она там есть, она там ходит, оставалось больше шансов на поклевку. Судак пустой, окунь пустой, вся рыба пустая. Вся рыба пустая. Она не хочет есть, понимаете? Это очень странно. Это очень странно. Кто там? Ух! Ребятки, это еще один голавлик небольшой. Смотрите, какой красавец. Слушайте, ну я рада даже вот таких вот маленьких голавликов ловить. Вообще это значит, что здесь на точке может быть и что-нибудь крупнее. Красавец. Друзья, посмотрите, в каком чудесном месте я нахожусь. Это прекрасное завершение отдыха. Это был выезд на реку Днепр с ночевкой, с рыбалкой, с фидером, со спиннингом, с чем угодно. Пробовала даже на поплавок ничего не клюнуло. Было здорово. Был костер, была ночевка, были палатки. Было классно. Слава богу, не было людей. Вот, если хотите провести время в одиночестве где-то на реке или на каком-то водохранилище, наверное, лучше это делать в будние дни.
Если вам понравилось это видео, если вы любите активный отдых, как люблю его я, то обязательно подписывайтесь на мой канал. Не забывайте ставить лайки, оставлять комментарии и следить за обновлениями. Всем ни хвоста, ни чешуи!